я знакомился с русским языком в детстве, когда это была у меня энциклопедия для детей. Были очень простые фразы, типа «это мой отец», «это моя мама», вот. И я знакомился с кириллицей. В октябре в Италии еще тепло, а в Ухте это было уже холодно. И довольно холодно. Совсем маленький город на севере, далеко от центра, совсем другие условия жизни. Мы прилетели, было в середине октября, и уже снег. Трасса слетная была уже в снеге, да, вот. И особенно мы спустились с самолета, и нужно было пешком дойти до аэровокзала, а не с автобусом, сопровождение, как обычно бывает в крупных аэропортах. Да, вот. Мы когда прилетели, видели, а как самолет тормозит на снег. Русский климат, конечно, очень суровый, холодный. Русский народ это не тот народ, который терпит больше холод, а это тот, который умеет правильно одеваться, когда холодно. Вот это мне научили. Друзья научили, что это не важно, на сколько градусов есть на улице. Мой минимум было 42 мороза. И чувствую себя, не могу сказать, очень комфортно, но достаточно комфортно, потому что мне советовали, возьми вот эту куртку, а не другую, вот это потеплее будет. Я выучил, как это можно использовать в водке, чтобы нагревать ноги. Ноги замерзли, намазывали водкой, и они стали сразу тепленькие. Стать преподавателем – это само собой. Лингвисты, филологи по образованию – это моя сфера деятельности, то, что я учился в университете. Выражение, которое я помню, это в университете, это было «да нет, наверное». Да, нет и наверное. Все мои студенты становятся мои друзьями, это мы поддерживаем отношения и после окончания курса. Я всегда это на связи, помогаю. Мне это очень нравится, когда это люди хотят учить итальянский, и почему-то им не помочь. Да, говорят, что русские не улыбаются, и улыбка, простая улыбка, не за что, да, это признак дурачины. Мрачность образа русских поменяется реально сразу, когда человек становится близко. Русский друг – это очень близкий человек, да? Он всегда готов. И, может быть, это не появился годами, ну просто с днем рождения, спасибо, дружище, как дела, вот все. А когда это что-то случится, звонит, интересуется, приедет в гости, тебе ничего не нужно, несет просто апельсин в больнице. Русские очень окрываются, дают все, что есть, даже если очень мало есть. Вот, и с этим сталкиваюсь особенно в Ленинградской области. У бабушки одной нашей девушки, бабульки практически ничего не было. Да, вот пенсионерка, а мы там ночевали 12 человек, нам все банки с огурцами соленые, помидоры, все, что у нее было, она это нам угостила. А потом, ну, я это понял, что на самом деле это не деньги самое важное это жить достойно. И я это замечаю, что все русские, несмотря на то, что зарабатывают миллионы, либо, ну, как говорится, 3 копейки, они все живут как могут достойно, правильно и честно. Мы встретились в интернете. Настя вернулась с отпуска из Италии, и под эмоциями одно утро я проснулся и нашел ее запросы дружбы в Фейсбуке. Вот. И тогда это общались, добавились друзья, ну, решили встретиться на кофе и немножко общаться вживую, а не переписки, и так это сложилось.
потихонечку, что все отношения развивались, понравились друг другу. То утро было такое, что суета. Надо ездить, надо заказать такси, надо приехать вовремя, чтобы это успели взять наши паспорта. Все ограничено по времени, даже это пребывание внутри ЗАГСа, все довольно в масках, в перчатках, строго по правилам. Но я думаю, что свадьба — это день, который вспомнится на всю жизнь, прекрасный момент жизни. И все, дошло до свадьбы. Мы сейчас муж и жена, и живем вместе прекрасно. Мне-то говорят друзья, что я уже обрусел. То есть кваш капуст, езжу на даче. На даче у меня нет отопления, и зимой туда ездить нельзя. Вот, и где проблема? Как операционный стол, чтобы держать это маленькие детальчики. С флота связано 5 лет жизни. Я отдавал государству свой долг. Вот такое-то у меня на верфи стоит уже 5 лет. Это больше 1600 дней работы уже. Море – это душа. Это когда находишься посередине моря, темнота полная, единственные звуки – это волны, а смотрим на небо, все черное и вот эти белые точки. Дает понятие, насколько и море, и небо такое, дает понятие, насколько человек маленький. Это похоже на тайгу, да, вот, например, тут в России. Если сравнивать вот такие огромные пространства, где мы понимаем, что вся наша суета, в конце концов, это пустяки. Помним путешествие на Каренина на поезде, да, вот у меня был такой опыт. Спускаясь с поезда, долгая остановка в станциях, и вот как было написано Толстым тогда, и вот и сегодня сохраняется. Да, вот так что вот это смешанное современное и старинное в России, вот эта дикотомия, новые и старые, которые проживают вместе, дает задумать, что это не в гаджетах, это не в технологии жизни, а именно душа человека. Одно из мест в городе, которое всегда мечтал посмотреть, это вот этот дом, который в 1939-м переместили на 50 метров со всеми жильцами, 24 тысячи тонн. Просто это невероятно. В Москве это очень сильно все изменилось в эти годы. Я тут нашел то, что не было в Италии. Например, магазины открыты 24 часа. Я это думаю, зачем? Кто 3 часа ночи пойдет в магазин покупать печенье, да, или молоко. А на самом деле оказалось, что это ночью есть в жизни. Когда я учил русский язык в университете, познакомился с Федором Достоевским, строили новую станцию метро, и приходить сюда face-to-face с Достоевским, встретиться и мысленно с ним разговаривать. Общественный транспорт в Москве, я считаю, что это просто шедевр. Население 12 миллионов человек, имеет система транспорта, которая практически всегда по расписанию, даже час пик. Метро организовано супер, всегда ровно приедете, всегда есть место, порядок, чистота. Это произведение искусства, не только средства транспорта. Реально есть станции, которые можно просто войти в метро, не чтобы сесть на поезд куда-то ездить, а смотреть. Архитектура. Трамваи, автобусы, метро в Москве — это гарантия. Даже электрички. Электрички всегда точно вовремя по расписанию. Если опоздание, это будет на считанные секунды, а не на минуты. «9 мая» — это событие мировое. Закончилась Вторая мировая война. Да, взять Берлин, взять Рейхстага, и закончился этот некрасивый период, самый ужасный период прошлого века.
Тут, конечно, русские играли огромную роль. У нас это более принято смотреть на американцев, на англичане, которые высадились в Нормандию. Сегодня мы понимаем, какую большую цену Советский Союз, тогда Россия, да, вот сегодня оплатила за освобождение Европы. Вот эти ленты георгиевские, которые все с гордостью висят на машине, себя на одежду, дома, в любые предметы, где только это видно. Как это ваши ветераны ходят на улице, и люди останавливаются, с ними разговаривают. Это всегда это эмоция, смотреть на эти люди и думать, как это человек ходит прямой спиной, да, гордо, настоящий человек, и думать, как наоборот он должен быть горбатый, вот это тяжелые жизненные моменты, которые пришлось это прожить вот эти сложные времена. До Москвы все дошли, и никто не дошел до конца в центре. Остановили Наполеона, остановили Гитлера. Значит, есть такая-то сила у русского народа, да, вот, терпеть нападение на себя до определенного. Дойдет до святыни, и дальше не дойдешь. Вот и повторение истории. Видимо, эта история кому-то ничего не научила. Конечно, санкции против России, я считаю, что это неправильно. Контрсанкции России, но ожидаемо. Я не думаю, что вы имеете полное право действовать, как вы считаете нужно. Если смотреть со взгляда народа, мы это не понимаем. Зачем это мы не можем жить все вместе, дружно, спокойно, без всяких вот такие маленькие конфликты. Россия так и была во время Советского Союза, и так осталась после того большая держава. И, конечно, играет большую роль в геополитике в мире. Ну, там, даже если это по физике думать, да, Америка в одной стране, Россия в другой, компенсирует вот эти весы. Жалко, конечно, что между Россией и Америкой невозможно найти до сих пор, как в временах это холодной войны, общий язык и жить все вместе в дружбе и спокойно. Мы, европейцы, находимся как раз посередине. Да, вот у нас всегда это было страха, если вдруг Третья мировая, мы прямо же посередине будем театра войны. Уже это мы проходили Первую мировую, Великую Отечественную. Сегодня готовим итальянская простая паста с тунцом, с оливками, каперси и, конечно, немножко это лука с помидором. Я это тут покупаю пельмени, люблю очень жареные пельмени, больше, чем это в бульоне жареные. Но и совмещают итальянскую и русскую кухню. Сам готовлю то ли то, то ли другое. Люблю готовить, как все итальянцы. Культовый в России, наверное, борщ. Да, вот, холодец, капуста скважина. Это эквивалентно, может быть, это итальянская пицца, паста. Еще, ну вот, такие продукты, как кефир, как сметану. Вот, очень люблю сметану. Невозможно найти в Италии, мы к этому не привыкли. Когда нам говорят, когда объясняю, что это кислое молочные продукты, говорят, что это испорченное молоко, и это сложно все это объяснить. Buon appetito! Я был в Хабаровском крае, на тропе Амурской тигры, Сибирская тайга, да, вот огромное пространство, где, может быть, по дороге есть остановка автобуса, а покруг ничего не видно. Нужно несколько десятков километров, чтобы до ближайшего поселка. Одно место, которое, конечно, это мечта, это Байкал. Посмотреть озеро Байкал и летом, и особенно зимой. Вот всегда это мне это впечатляло, вот эти трещины во льду, можно там хоть и прыгнуть, и ничего не случится, на танке можно кататься. Сочи, Анапа, Крым. Мне это сказали, что Крым очень красиво,
хотя пока еще не развита полностью. То есть начинается сейчас, да, вот, развитие инфраструктуры для туризма. Горы и море рядом, очень интересно. Напоминает немножко это Лигурия у нас в Италии, да, вот Дженова, где горы прямо же до моря дойдут. Всем россиянам говорю спасибо. Огромное вам спасибо, во-первых, за гостеприимство, которое я это испытываю на себя в вашей стране. И второе, спасибо большое за любовь, которая у вас есть к Италии, к итальянцам, к нашим традициям, нашей культуре. Может быть, потому что итальянцы приехали сюда и помогли развивать Россию. Кремль, да, Петербург, это наши архитекторы, тогда это осталось, вот эта благодарность со стороны русских. А я со своей стороны могу сказать, что да, очень благодарен, потому что у меня есть возможность тут быть, с вами общаться, познакомиться. Мои горизонты очень широко расширялись, стал совсем другим человеком. Это все благодаря великий русский народ. Я очень люблю Россию. Я считаю, уже вторая родина. Все люди, все одинаковые. Просто глаза другие, волосы другие, а руки и мозг есть у всех одинаковые. Мы все одинаковые, любим друг друга. Россия, люблю тебя.